Троечки, привет. Сегодня вы попали на расклад, кто или что дороги перекрывает, почему все тормозит и так далее. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем расклад. Итак, троечки. Мне кажется, тут даже трактовать не нужно. Первый вопрос, кто или что дороги перекрывает. Но тут вообще нету сглаза или там тетки с черной свечкой. Нет, тут ты сама все перекрываешь. Причем из лучших же побуждений. У тебя знаешь, какой стиль? Ты такая загорелась, ты такая рванула вперед, всем все рассказала, как сейчас всем, как говорится, люлей дашь, все перевернешь. И дальше у тебя шоу начинается, и я сама все контролирую. Ты не умеешь делать что-то ради процесса. Вообще никак. Тебе сразу надо миллиард. Сразу надо мне по максимуму. Не вот это я пойду попробую, не вот это вот я сейчас сделаю так, чтобы все офигели. А вот, знаешь, в итоге что получается? Ты дело запускаешь не с нулевой точки, а с 10. Берешь сразу самый сложный формат, навешиваешь на себя сроки, планы, кучу задач и параллельно еще в бытовухе на себя все вешаешь. И вот у тебя в голове картинка, что ты вся такая в потоке, все горит, ты успеваешь и здесь, и там, а реальность она другая. Тело просто не вывозит, и голова начинает кипеть, и ты просто все бросаешь. Не потому что ленивая, а потому что просто перегруз. И вот так у тебя почти в каждом деле, в каждой сфере твоей жизни, я бы сказал. Работа у тебя вместо одного нормального проекта ты хватаешься за 5. И ни один до конца не закрываешь. В отношениях вместо того, чтобы там пообщаться, посмотреть, что за человек, ты сразу несешься в сценарий. Это мой близнецовый пламенец, это моя родственная душа, это судьбинушка моя. Надо вкладываться. По деньгам тоже. Вместо маленьких там шажочков ты мечешься от идей к идее, как будто сейчас сразу все выстрелить должно. Каждый раз, когда ты вот так вот себя накручиваешь, взвинчиваешь и не дотягиваешь даже до своей же планки, у тебя внутри остается вот этот осадочек. Я не справилась. И вот этих осадочков уже миллион. Они лежат слой на слой и давят на тебя. Ты подсознательно боишься начинать вот по-новому, да, потому что ты помнишь, чем все заканчивалось. Поэтому дороги и тормозят, поэтому дороги перекрыты. Ты вроде перемен хочешь, но как только доходит до дела, включается внутренний умник у тебя, который говорит: сейчас опять ты накосячишь, сейчас опять ты не дотянешь, сейчас опять будет стыдно. И ты либо сливаешься в начале, либо вид делаешь, что вообще и не собиралась ничего делать. И в проживании арканов у тебя точно так же. Наверное, с шута прям сбежала. Вся магическая пробка у тебя, знаешь, в какой связке? Порыв и завышенный контроль. Ты не даешь себе права на живой неровный путь. Тебе надо сразу ярко, сразу быстро, сразу идеально, чтобы волшебной палочкой взмахнуло. И у тебя и миллиард, и вся проработана, и вообще ты молодец.
Но мир так не работает, поэтому у тебя ощущение, что все перекрыто. На деле же ты сама каждый раз жмешь на этот тормоз, когда нужно просто ехать ровно и проще. Где блок этот сидит? Ну, у тебя в теме вот чувств и доверия к жизни блок. Вот смотри, ты очень много делаешь через голову, там, где нужно на ощущение, например, опираться. Ты привыкла подстраиваться под чужое настроение, ловить, кто что чувствует, угадывать, как правильно нужно там отреагировать. У тебя всегда вот эта твоя любимая штука — быть удобной, быть мягкой, быть понимающей. И ты научилась читать людей даже вот по этим нервным тикам. И теперь вместо того, чтобы честно там спросить, прояснить, ты достраиваешь в голове все сама. В жизни то же самое. Вместо того, чтобы позволить себе там пережить нормальную человеческую неопределенность, ты лезешь все просчитывать. А в отношениях у тебя человек появился, ты сразу сканируешь, что он чувствует, где у него места слабые, где поддержать можно, где подвинуться, чтобы ему комфортно было. Себя ты в этот момент вообще не слышишь. На работе то же самое. Сначала думаешь, как не подвести, как не расстроить, как там соответствовать, а уже потом хочешь ли ты сама это тащить. А тут и застряла твоя энергия. Ты постоянно занята чужим состоянием. Там чужими ожиданиями, чужими правилами, чужими. Твое, этот, как его, кредо жизни — это посмотри на других. И ты на автопилоте под них сгибаешься. И самое вот жесткое, что ты не замечаешь, это как отключаешь ты свое «хочу». У тебя внутри там живой нормальный импульс, я хочу вот так. Но дальше сразу вылазит вот эта тетенька внутренняя, да, с блокнотиком и начинает. А что он подумает, а как это выглядит? А не перебор ли, да? А вдруг оттолкну? А что скажут? И все, импульс исчезает. Остается твое правильно, красиво, уместно. Это и есть твой блок. Ты не даешь себе быть настоящей, ты не даешь себе искренне быть. Ни в чувствах, ни в желаниях, ни в выборе. Ты как будто экзамен сдаешь на хорошего человека перед каждым другим человеком. И пока ты делаешь, новые возможности, они мимо проходят. Они к тебе подходят, а ты вместо «да» или «нет» уходишь в это «надо подумать», «надо почувствовать», «надо подумать, как на это отреагирует там другой человек». И момент уходит. Понимаешь? Это выглядит как блок на уровне сердца и воли. Ты не доверяешь своим чувствам и не разрешаешь им рулить. Ты пихаешь их в дальний угол и играешь в умную, правильную, удобную и так далее. Как убрать этот блок? Тут не надо танцы с бубном шаманских и прочие ритуалов. Нет, тебе надо просто научиться вступать в конфликт спокойно. Не в истерику, не в скандал, а в нормальное вот это столкновение интересов. А ты всю жизнь уходила от этого. Острые места ты заглаживала, вид делала, что не заметила, а вид делала, что проглатывала. А сейчас как раз вот время делать наоборот. Тебе нужно, вот знаешь, научиться говорить, мне так не нужно. В лицо любому человеку, у которого, как говорится, свои аргументы, свой характер есть, но они не подходят тебе. Понимаешь? Не нравятся тебе. И говоришь, мне это не нравится. Но проблема в том, что ты боишься сильных, жестких людей. Тебе проще смолчать же, чем там спорить с тем, кто уверен и кто давит. Поэтому ты попадаешь под влияние таких вот королей мнений в своей жизни.
Каждый раз после вот таких разговоров ты выходишь выжатая и таким ощущением, что опять не отстояла себя, как будто себя предала. Вот чтобы убрать блок вот этот, нужно наоборот сделать. Понимаешь? Вот выбрать одно такое, как сказать, одну такую ситуацию в твоей жизни, да, где тебя постоянно прижимают к стенке. Это может быть там начальник, который лишнее навешивает, да, мужик, который лезет с указаниями твой. Или мужик, который там решает все за двоих. И вот в следующий раз, когда он начнет в своем привычном стиле, да, тебя давить, то ты глазки-то не отводишь, не съезжаешь на шутку, не соглашаешься автоматически. Вот прямо и спокойно говоришь ротом свою позицию. Без оправданий, коротко и по сути. Может, даже там, загодя до этого, да, подготовить пару фразочек. Понимаешь? Он тебя переубеждает, давит, подкручивает, а ты возвращаешься к своему «я так решил» и не сдаешься. Вот это и будет твой, как говорится, твой топор против твоего блока. Трясти будет прям вот очень. Все будешь вспоминать даже ночью. Захочется даже, наверное, написать «извини, я палку перегнула». И вот тут главное не слиться. Нужно пережить вот этот откат. Выдержать твое вечное чувство вины и страха, что тебя не полюбят, если ты неудобна. И просто потом посмотри, что мир не рухнул. Человек либо примет твои границы, либо отвалится. И то, и другое для тебя это плюс, потому что блок так только и снимается. Не через там отливки воском, свечную магию, а через умение стоять на своем рядом с сильным, жестким и уверенным человеком. И когда ты поймешь, что можешь спорить, да, и при этом не терять себя, отношения и так далее, дороги начнут сами открываться. Ты перестанешь вот прогибаться под чужую волю и начнешь двигаться по своей. Понимаешь? А это уже совсем другая жизнь. Кардинально будет различаться от той нынешней, которая сейчас. И всегда помни, что я всегда рядом.